что, система наша покрутила шестеренками и решила, что времена даже не минимального риска, а симуляции политического разнообразия прошли. Что есть реальная проблема, о которой мы говорили утром. Возможно, систему ненавидят до того сильно и массово, что даже системный либерал, традиционный боксерский мешок каждой компании – это теперь слишком опасно. ЦИК отказал сегодня Борису Надеждину в регистрации. Призрак прошлого Рождества в лице Александра Лукашенко за могильным голосом молвил: «Нет, такие упыри, как мы, могут сидеть только в наглухо закрытой скороварке, существовать в полной безнадеге. А малейшая дырочка, малейшая надежда граждан отправит нас туда, где нам самое место, в сторону свалки. Я после 2020 года, молвит призрак Лукашенко, хотя бы к вам смог присосаться, пусть в статусе нашкодившего губернатора, но выжил и сохранил власть, а вам-то деваться некуда будет. В приемной у Си Цзиньпиня без вас нахлебников хватает. Он свою армию во имя спасения вашего режима точно не пришлет никуда». Путинский режим всех, и в первую очередь себя, убеждает в абсолютной общественной поддержке, так же, как убеждал, что у него вторая армия мира. Такому режиму ни в коем случае нельзя делать одного – проверять оба этих утверждения. Одно уже на свою тупую башку проверили, одного врага уже недооценили, Киев за 3 дня уже брали. Есть и риск в идее триумфально разгромить либерального кандидата. Потом будет поздно кусать локти. Мы показали всем этим упырям, что они не просто упыри, как прежде. Теперь они ни на что не годные упыри. Они десятилетиями лихо навешивали лапшу всем на уши, убеждали всех в своей безальтернативности и абсолютной поддержке. В том, что они тот самый обух, который никак плетью не перешибешь, даже пытаться не стоит. А теперь можно пережить выборы, только прикинувшись ветошью. Ведь теперь со всеми электронными голосованиями, со всеми виртуальными избирателями во второй тур их выведет кто угодно. Любой кандидат, способный внятно сказать протестное слово. Этому кандидату не нужна заранее собранная команда, сама нарастет за неделю. Не нужна известность, люди сами захотят с ним познакомиться. Не нужны деньги, ему достаточно просто существовать, просто быть альтернативой, чтобы перепугать всех чиновников. Перепугать настолько, что даже к моменту отказа в регистрации государственный аппарат не согласовал версии внутри себя. Телевизор по-прежнему вопит об украинском следе в подписях Надеждина, ЦИК снимает кандидата за крючки и обводки, а что хуже того, признает, что более 95 тысяч собранных подписей до того безупречны, что даже самый свирепый подчерковед с самым толстым микроскопом не смог к ним придраться. Ничего такого в их планы не входило. Не входило. Планы вертеться как уж на сковороде, отбивая упавшего с неба оппонента по вздорным причинам, которые будут выглядеть вздорными для кого угодно, даже для самого верного зрителя Соловьев. Все должно было пройти прилично и как по маслу. Проверенные оппоненты через раз кланяются и присягают на верность главному кандидату. Главный кандидат получает запредельный, близкий к туркменскому процент, таким образом демонстрируя единство партии и народа, граждан и управленцев. Все только и хлопочут, что Владимир Путин никуда не делся как минимум еще 6 лет. Вышло уже совсем не так. Вышло, что единственный кандидат, явно и публично получивший народную поддержку, которую Путин своим убогим сбором подписей даже изобразить не смог, так вот, единственный такой кандидат встал такой костью в системном горле, что никакие соображения о приличиях не перевесили простого страха. Страха, что джин уже вылез из лампы. Вот система и пытается загнать его обратно. Беда для них в том, что дело-то совершенно не в Надеждине. Борис Надеждин и сам всю дорогу отдавал себе отчет в том, что оседлал эту волну по чистой случайности. Дело в нас, в тех, кто задолбался достаточно, чтобы от простого возмущения перейти к действию. Поддержать кандидата, поставить подпись, накидать денег, сагитировать друзей. Они могут снять с выборов Надеждина, но нас-то никто не снимал. Мы по-прежнему тут, по-прежнему хотим что-то делать, по-прежнему хотим перемен. Что для них хуже всего, мы поняли, что не одни, что нас настолько дофига, что глазом не окинешь. Мы впервые в истории сумели собрать подписи в масштабах страны и были готовы к тому, что кандидата снимут. Мы получили массу удовольствия от того, что погуляли на чужой вечеринке. Использовали механизм, предназначенный исключительно для фильтрации неугодных кандидатов, для публичного политического действия, для антивоенного высказывания, что казалось немыслимым в России 24 года. Хозяевам вечеринки пришлось нас терпеть.
Им пришлось сквозь зубы признавать, что мы собрали настоящие подписи. Хозяева вечеринки думают, что теперь-то мы свалим, перестанем гулять за их счет. Но мы никуда уходить не собираемся. Пусть кандидаты пока отказали, но никто не может отобрать у нас избирательный цикл, а вместе с ним легальные способы участия. Произошедшего за последний месяц никто не ожидал, и в первую очередь мы сами. Еще осенью казалось, что вся процедура настолько запломбирована, что в ней так хорошо заделаны стыки, что просто ломик вставить некуда. А потом из ниоткуда возникла Екатерина Дунцова и невиданный прилив энтузиазма по поводу ее появления. Дунцову даже до сбора подписей не допустили, но энергия тут же нашла новый выход – Бориса Надеждина. И от того, что Надеждина тоже сняли, энергия никуда не денется. Она явно прет из всех щелей в поисках любой трещины. Просто у нас, политиков, теперь есть новая задача – трещину вновь найти. В этом смысле мы в дико привилегированном положении. Самое сложное в политике обычно – продать свою идею, привлечь людей. А у нас все наоборот. Люди стоят в длинной очереди и хотят что-то делать, но пока не понимают, что именно. Наша задача – найти их энергии эффективное применение. Не нужно никого мотивировать, все и так до предела смотивированы. Нужно найти новую цель. Сейчас в оппозиции многие будут говорить, что все пропало, все бессмысленно, что лучше было вообще сидеть на диване, ничего не делать и повторять, что, мол, выборы нелегитимны. И я понимаю людей, которые так чувствуют. Когда ты много раз пытаешься, и тебя раз за разом останавливают жульническими и крючкотворскими методами, может сложиться впечатление, что ты сел играть в шахматы против того, кто даже не играет, а просто смахивает все фигуры с доски и смеется тебе в лицо. Это неприятное ощущение и естественное желание в такую игру не играть. Но мы с вами в этой игре помимо нашей воли. Конечно, никакой шахматной партии нет, есть бой без правил, в рамках которого могут и доской огреть, и ментов позвать, хотя иногда и какие-то ходы фигурами тоже совершаются. Это нечестная игра, но она идет, и этот раунд в ней за нами. Еще в январе все считали, что процедура переназначения Путина пройдет тихо, мирно и не нанесет никакого ущерба ему и его легитимности. Но вот мы в начале февраля, и все вдруг увидели огромные очереди за антивоенного кандидата. А Путин, вместо того, чтобы попытаться победить оппонента и всем показать, кто тут главный, прячется за нелепые нормы закона, которые позволяют тупо не пустить соперника в бюллетень. Это очень хороший результат, достигнутый из ничего. До голосования есть еще 1,5 месяца. Может многое еще произойти, и нам с вами предстоит спокойно, холодно и расчетливо использовать по максимуму все шансы, которые нам выпадут. Этап сбора подписей мы уже использовали по максимуму. Тут можно себя похвалить. Сейчас предстоит этап агитации, потом само голосование, а потом то, что будет после него. Такие системы, как наша, кажутся монолитными ровно до того момента, пока не обрушатся. Поэтому мы с вами должны продолжать пользоваться возможностями, которые у нас есть, чтобы это обрушение приблизить. Так что давайте продолжать. Ну и последим, что будет в Верховном суде у Надеждина. Прежде чем попрощаться, хочу призвать вас подписаться на мой телеграм-канал. Я туда стал писать посты отдельные, и сейчас ситуация развивается быстро, может быть, мы туда что-то напишем до выхода следующего ролика. Ссылка в описании. До завтра!